Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами сошьем вот такой замечательный пышный подъюбник. Я вам покажу, как просчитать все слои и как его сшить. Итак, основа подъюбника у нас полусолнце. Вот такая у нас конструкция. И по спинке у нас шов. Значит, вот наше полусолнце. Так, значит, здесь по центру сгиб, это перед. Итак, вверху радиус у нас равен обхват бедер плюс 10. И все это делим на 3 и 14. То есть, если у нас обхват бедер 83, мы добавляем 10 сантиметров. И все это делим на 3 и 14. И у меня получается 29,6 сантиметра. Вот этот радиус. Так, основу мы просчитали. Длина нашей основы подъюбника равна длина основной юбки минус 2 сантиметра. Наша юбка будет 45 сантиметров. Отнимаем 2, и у нас получается 43 основа нашего подъюбника. Итак, схематично рисую, как у нас будут расположены слои сетки. Значит, сетка у нас будет пришиваться на 5 сантиметров ниже линии талии. Вот это расстояние у нас будет 43 минус 5, значит, здесь у нас 38. 38 мы делим пополам, и это будет значение, где у нас оканчиваются первые два слоя сетки. И от этого значения у нас начинаются остальные слои. Вот это наш один слой, он в сгибе у нас идет, а это к нему пришиваются еще в сгибе два слоя сетки. И здесь у нас от линии талии будет еще два слоя сеточки. Итак, вот эти слои у нас это в сгибе. У меня делим это пополам, 19 и 19. Значит, верхний слой в сгибе. Это получается 19 плюс 19. И добавляем к каждому краю сетки по 1 сантиметру. Значит, верхний слой у нас 40 сантиметров. Вот я нарисую схематично. Вот. И по каждому краю добавляем по сантиметрику для пришивания сетки. Длиной он у нас 3 метра. И вот эти слои у нас 19 это в сгибе. Значит, 19 плюс 19 получается 38. Вот один слой, 38. Нарисую. Значит, у нас это будет полоса из 9 или 12 метров. То есть здесь у нас будет либо 3, либо 4 отреза по 3 метра, сшитых между собой. Все это в сгибе. Значит, и вот эти слои у нас длиной такие же, как у нас длина подъюбника, то есть они пришиваются к талии. Длина у нас здесь 43 сантиметра. Вот. И они у нас длиной 3 метра. Таких у нас 2 слоя. Вот этих у нас 2. И верхняя 3-метровая сеточка у нас 1. Итак, если вы не хотите, чтобы основа подъюбника выглядывала из-под сетки, срезаете сразу здесь, то есть вы не выкраиваете, минус 4-5 сантиметров мы убираем сразу. И сеточка у нас идет от талии до низа, как мы просчитали, 43. То есть она закрывает нашу основу. Переходим к раскрою. Я сложила основную ткань вдвое. И от сгиба, от верхнего угла, я откладываю радиус, который мы с вами просчитали. То есть обхват бедер плюс 10, деленное на число π. От радиуса талии вниз я откладываю длину нашего подъюбника, который мы с вами просчитали также. Так. Выкраиваю. Так,
основа наша готова, основа полусолнца. Я также обрабатываю задний срез просто оверлоком, и низ подъюбника я обрабатываю оверлоком и делаю подгибку на 1 сантиметр наизнанку. Теперь переворачиваем подъюбник на лицевую сторону и по лицевой стороне будем делать разметку 5 сантиметров ниже от талии. Я ставлю по всему периметру меточки. Здесь мы будем пришивать основные слои сетки. Я нарезаю также сетку. Она у меня идет 3-метровой ширины. Она у меня довольно мягкая. Вы можете взять сеточку средней жесткости. Тогда подъюбник будет еще лучше держать форму. Вот смотрите, в рулонах она сложена в 4 слоя. Вот, и ее очень удобно кроить. Вот так мы ее раскладываем и в 4 слоя прям нарезаем слои, которые нам нужны. Мы с вами уже все просчитали, сколько нам чего нужно, поэтому просто отрезаем, отмеряем и отрезаем. Затем я отутюживаю все слои сетки. Вот мой основной слой, к которому я буду пришивать по 2 сторонам сеточку, сборочку. Я его сутюжила вдвое. Вот у меня так сейчас это выглядит. Это 3-метровая сеточка подготовлена. Также я подготовила 2 рюши, которые мы пришиваем к основной сетке. Они у нас либо 9, либо 12 метров. То есть 3-метровые полоски мы между собой сшиваем. Срезаем припуск, оставляя 2-3 миллиметра. И заглаживаем, заутюживаем пополам эти полоски. Далее делим каждую сеточку, каждый отрез на 4 части. Складываем ее пополам, ставим булавочку. Затем делим каждую из сторон также пополам. Когда мы делим наши сетки довольно длинные на 4 части, это очень облегчает нашу дальнейшую работу. Поставили все булавочки. И затем прокладываем строчку по сгибу, который мы с вами отутюжили. От булавки прерываем строчку и от булавки начинаем следующую строчку. То есть у нас 4 отрезка получается. Я проложила строчки для сборки и обращаю ваше внимание, что я отступала по 5 сантиметров от срезов. То есть я оставляю свободное место для того, чтобы мы могли потом сшить сеточку. Теперь на 3-метровую нашу заготовочку мы будем пришивать к каждому краю 9 или 12-метровой заготовки. Вот так мы прикладываем сгибом к припуску, припуск 1 сантиметр. Ставим иголочки. Закрепили один край. И теперь находим 1/4 нашего отреза. Смотрим, где у нас прерывается ниточка. Это значит, у нас один отрез. Нашли. Вот он. И на этом слое также мы находим 1/4 отрезка. Соединяем сеточки. Ставим здесь иголочки. Припуск 1 сантиметр. И теперь собираем на необходимую длину верхний длинный
слой. Распределяем хорошо сеточку и закрепляем иголками. Я собрала всю сеточку. Вот так это выглядит. И теперь буду прокладывать строчку на машинке, отступив 5 сантиметров от среза. Все, я пришила. Рюшик у нас пришит. Вот так он выглядит в сгибе. Со второй стороны я также пришиваю все аналогичным способом. Теперь разметим основу для подъюбника на 4 части. Поставили по линии талии центр, и на разметке 5 сантиметров ниже талии мы также ставим разделение. Вот наши меточки. И сейчас мы будем по 1/4 собирать. Я прикладываю сетку в разворот вот таким способом. Значит, буду пришивать вот к этой меточке нашей 5 сантиметров, которую мы отложили. Оставляю сетки запас от среза где-то 10-12 сантиметров на сборку и подкалываю один край иголочками. Находим, где у нас 4-я часть сеточки, соединяем ее с соответствующей точкой на подъюбнике и собираем сетку на сборку. Обязательно все хорошо распределяем, чтобы сеточка у нас была пришита равномерно. Распределили, поставили иголочки. Вот так это выглядит. Теперь я прохожу машинной строчкой, пришиваю сетку. Все готово. Сетка нашита на основу. Смотрим, как это выглядит. Вот такой получается у нас пышный, красивый подъюбничек. Так, с изнаночки смотрим. Вот, основа у нас короче, чем сетка, на 5 сантиметров. Теперь переворачиваем подъюбник наизнанку и зашиваем центральный шов спинки. Зашили. Теперь нам осталось соединить слои сеток между собой. И также распределить сборку по центру спинки и закрыть полностью все срезы. Все, мы зашили центр спинки. Все наши рюши зашиты. Теперь нам осталось сделать 2 верхних слоя из сетки, которые мы будем пришивать к талии подъюбника. Сетка у меня также разбита на 4 равные части со сборкой по верху. И сейчас мы соединим сетку с подъюбником по линии талии. Находим 4-ю часть, соединяем сетку с подъюбником, присобираем сетку по талии равномерно и ставим иголочки. Так поступаем со всем верхним срезом подъюбника. Вот я один слой собрала. Теперь я беру второй слой сетки, поверх подъюбника его прикладываю и также по 1/4 части я прикалываю к верху подъюбника. Вы можете сразу пришить первый слой и потом уже второй пришивать. Но вот мне удобнее сразу 2 слоя собрать и потом уже прошить все вместе. Также я распределяю и иголочки просто переставляю с нижнего слоя. Поднимаю вот так иголочку и ставлю ее на 2 слоя сетки. Все, вот 2 слоя. Теперь мне осталось пройтись строчкой
И мой подъюбничек готов. Вот такой он получился у нас пышный, красивый. И теперь мы его будем вшивать либо в юбку, либо мы пришьем к нему резиночку. Друзья, если вам был полезен этот мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Юлия Чумакова.